Very well. Welcome to the realm of the dead. Oh, I wouldn't do that. Всем привет! Сегодня на обзоре у нас героиня Хассо. Всем напоминаю также, что данное видео у нас записано на тестовом сервере. Героиня Хассо является легендарным героем фракции Кошмар, класс она имеет стрелок и имеет пробивной тип урона. Область атаки стандартная, как и у всех лучников, и специализация данного урона это взрывной урон и массовые атаки. По характеристикам очки здоровья 11608 хп, атаки 3795, защиты 871 единица и сопротивление магии 939. Стоимость небольшая, 12 единиц, как и у многих лучников, блокирует всего лишь одного моба и время возрождения стандартное 60 секунд. Интервал атаки 2 секунды, поэтому ей нужно в любом случае качать скорость атаки, чтобы еще быстрее наносила урон. Все остальные параметры по стандарту. Рассмотрим навыки, таланты у Хассо. Талантов, к сожалению, у нее никаких нет, поэтому сразу переходим к ее навыкам. Базовый навык, физическая атака. Атакует 2 раза каждый раз, нанося 50% урона цели и 20% урона одному врагу рядом. Этот урон мы можем увеличить на 10%, итого 60% с одного выстрела. Второй ее навык, пытка души. Навык является пассивным. Атака отскакивает еще на одну цель и при этом наносит на 5% больше урона с каждым отскоком. На каждого пораженного врага будет наложен эффект снижения защиты на 10 секунд. Здесь мы можем прокачать снижение защиты до 30% и увеличить массовый урон еще дополнительно на 4%. Третий ее навык, призрачная скрытность. Навык у нас тоже пассивный. При размещении получает эффект невидимость на 20 секунд и при этом после каждого убийства увеличивает свою атаку на 5%. Эффект складывается до 5 раз и действует 8 секунд. Длительность невидимости мы можем увеличить дополнительно еще на 20%. И также длительность повышения атаки будет увеличена до 10 секунд. Ее ультимативный навык призрачный залп, прожимаем мы его вручную, наносит 180% массового урона нескольким до 5 противников, каждые 0,3 секунды в течение 3 секунд. Максимум, получается, у нас будет 10 тиков. Урон можем повысить на 50% и дополнительно еще снизить требуемую ярость до 700 единиц. Рассмотрим пробуждение у Хассо. На первом пробуждении у нас усиливается пытка души. Урон будет увеличен дополнительно на 5%, итого он будет составлять 14%. На втором пробуждении наша базовая атака увеличивается на 300 единиц. На третьем пробуждении у нас усиливается призрачная скрытность. Наша невидимость уже будет не 40 секунд работать, а 50 секунд. На четвертом пробуждении пробивание увеличивается на 8%. И на пятом пробуждении у нас усиливается ее ультимативная способность. Дополнительно получаем еще 1 секунду призрачного залпа. 1 секунда это у нас 3 тика по 230% массового урона. То есть урон у нас увеличится как минимум еще на 700%. По артефакту на Хассо много вариантов, которые могут использовать. Если мы играем на арене, мы используем эмблему Жнеца Душ, потому что очень часто будут умирать наши противники, и мы себе будем увеличивать урон на 30%. Также этой героине можно взять фибулу Стрелка, но здесь есть ограничение, что рядом с нами вокруг одной плитки не должно находиться противников. Но ее ультимативная способность бьет вокруг себя на 2 плитки, поэтому очень часто фибула Стрелка на нас работать не будет при ультимативной способности. То есть ее очень сложно будет реализовать. В теории можно взять Гонец Загробного Мира, но нам нужно бить в одну цель. И если мы будем сменять цель при нашей ультимативной способности, Гонец Загробного Мира будет с нас спадать. Поэтому одним из лучших является все-таки эмблема Жнеца Душ. И в дополнение ко всему, здесь мы можем использовать печать Уз Крови. У нас будет снижено наше здоровье, но повышен крит урон. То есть эти два варианта для нас больше всего подходят.
Переходим к снаряжению на данного героя. По левой стороне, конечно же, лучшим сетом для нее будет либо воевода, либо можем использовать бедствие, смотря уже какой этаж фармим первого рейда. Можно еще взять ей сет дикой мощи, потому что у этого героя хорошие показатели атаки, если у нас есть второе пробуждение. И ей можно будет чуть-чуть увеличить крит урон. По правой стороне лучшим сетом для этого героя лично я считаю, что это будет сет мудрости, потому что ее ультимативная способность очень часто работает. И очень мало нужно ярости, тем самым будем очень часто ультовать. И конечно, если мы фармим третий рейд, 19, 20 и 21 этажи, то уже браслеты мудрости мы заменяем на сет выкачку души, который у нас увеличивает на постоянку на 10% урон от нашей ультимативной способности. Также можно дополнительно рассмотреть ночной ужас, если мы данного героя используем там, где очень много находится у нас противников, можно взять сет проклятия. Но лучшим, конечно, для нее будет сет мудрости и сет выкачка души. Переходим к кампании рейдом. По кампании, как и со всеми героями, данный герой заходит идеально. Данного героя можно использовать со старта. И этот герой закроет вам практически всю кампанию. Ее можно брать на любой этаж. Это у нас и соло урон, это у нас массовый урон. И причем еще очень хороший урон. По рейдам. В рейдах для продвижения эмблема для стрелков и эмблема выносливости. Туда мы ее по-любому берем. Можно взять в эмблему магов, но очень бронированные противники. Там она сильно себя не раскроет. По рейдам для ресурсов. Что рейд для опыта, что рейд для золота. Данный герой может пройти и в соло. Но, к сожалению, если мы идем в рейд для золота, она уже последние этажи сама пробивать не сможет. Не успевать будет использовать свою ультимативную способность. Поэтому для рейда для опыта она заходит великолепно. В рейде для золота ей уже нужна будет помощь. Далее по рейдам на снаряжение. Рейд для снаряжения 1. Данный герой используется у некоторых игроков даже на 19 этаже. На 18 этаже, да, она очень хорошо тоже наносит урон. Но проблема в том, что, опять-таки, первые мобы, они созданы для магов, у них очень много защиты. И, к сожалению, Хассу, ей очень сложно их пробивать, поэтому нам в любом случае необходим будет маг. Но в соло она в теории может пройти, но уже только, наверное, под бонусом. На 19 этаже, если вам магов не хватает, мы также ее можем взять. Но 20-21 этаж уже, к сожалению, она вам не подойдет. Хотя некоторые ее пытаются использовать, может кто-то и проходит, но ей нужно очень-очень сильно уже одевать ее снаряжением, прокачать ей артефакт. В теории, может быть, она что-то там и сможет показать. На втором рейде она у нас может заменять полностью дамагера-мага, который у нас стоит на первой линии и убивает всех мобов, колобков и мумий. На 19, 20, 21 этаже она также будет великолепно заходить. Единственное, что ей необходимо будет чуть-чуть поднять выживаемость, потому что на волнах этот герой у нас может, к сожалению, умереть. И наш танк, либо Регулас, либо Ган, либо Король Хар, смотря кто у вас есть, возможно, не сможет ее защитить. Она очень сильно получает урон, но здесь уже все зависит от вашего снаряжения. Возможно, и будет выживать, но урон она наносит хороший. По самому боссу на 20-м, до 21 этажах она урон наносит очень мало, поэтому берите туда еще дополнительно либо Кьюка, если у вас место есть, либо другого ядовика, либо мага с хорошим соло уроном. В третьем рейде данный герой также себя чувствует идеально, тем более там этот этаж только для лучников практически. До 18 этажа она у нас выполняет основную роль, которая наносит урон и сейвит нашу базу. На 19, 20 и 21 этажах мы этого героя уже можем выставлять только по правой стороне. У нее есть инвиз, благодаря которому ее не смогут бить мобы, и она успеет их задамажить. То есть она нанесет им урон, она их убьет, и нам уже не надо будет на них турель отвлекать. То есть этот герой будет у нас держать только правый фланг. В рейде на Салазара данный герой тоже в теории может помочь где-то до 13-14 этажа, но я бы не рекомендовал ее здесь использовать. Здесь лучше себя показывают ядовики, лучше ядовиками
попроходить и быстрее убить данного героя. Просто нужно вам иметь хорошего танка и потом ваших ядовиков менять на целителей. Но именно Хассу здесь брать я не вижу никакого смысла, потому что всего одно лишь место, куда мы можем поставить либо героя дальнего боя, либо мага, либо хила. До 12 хорошо можно ее брать, но после 12 этажа не вижу в ней никакого, к сожалению, смысла. На клановом боссе можем брать Хассу. Хассу хорошо заходит до 3-го кошмара. В дальнейшем лучше от нее уже отказываться. Единственный плюс, особенно для новичков, то, что она из фракции кошмар. Ее мы можем взять на 14 день под гнева, которого нам дают всем бесплатно. И также мы можем получить еще комода, сделав на него слияние. И после этого на КБ мы сможем уже получить 3 стака от Ауры Лорда. Ну и чтобы получить 4-й стак, мы можем взять любого другого героя из этой же фракции, даже обычного синего Сорзуса, из-за которого мы сможем получить максимальный профит. Поэтому на КБ до 3-го вы можете ее спокойно брать. В испытании фракции в приливе данный герой себя также покажет очень-очень хорошо. На арене идеалом для данного героя является противовоздушная арена и массовый урон. Иногда можем взять еще в непрерывный ее урон. Для одиночной цели не вижу в ней никакого смысла. Но идеально она себя раскроет, конечно же, на противовоздушном уроне и на массовом уроне. Если мы будем рассматривать разлом пустоты, Хассу тоже может зайти на определенные этажи, но на все она, к сожалению, не заходит. Но благодаря тому, что у нее есть и хороший урон, и она может носить урон вокруг себя, здесь, конечно же, плюс для некоторых этажей. Переходим к оценкам на данного героя. На непрерывном уроне я этому герою дам всего лишь 4 балла. Да, она великолепно может наносить там урон, но лучше всего там, конечно же, у нас заходят маги. В испытании фракции герой заходит великолепно, поэтому здесь 5 баллов, как и прилив. По арене противовоздушной и массовой, как я говорил ранее, здесь, конечно же, тоже ей 5 баллов. Она и стоит очень дешево, 12 единиц для выставления, поэтому можно очень быстро ее выставлять. Рейд для золота я ей поставлю 4 балла, потому что в соло она проходить это не может. Да, когда мы играем уже с другими героями, естественно, там ее можно будет использовать. Но одна она пройти, к сожалению, рейд золота последний этап не может. Даже в очень хорошем шмоте. Рейд для снаряжения 2, конечно же, ей ставлю 5 баллов, потому что она может заменить спокойно мага. Рейд для снаряжения 1. Честно, хотел бы я здесь поставить ей 5 баллов, но я лично поставлю 4. Почему? Потому что до 1.18, да, мы ее можем использовать. Но на 1.19 все-таки необходимо уже переходить на магов-лучников. Рейд для снаряжения 3 я ставлю этому герою 5 баллов. До 18 этажа, как и говорил ранее, данный герой вам сможет помочь и своим уроном, и засейвить вашу базу. С 19 по 21 этаж этого героя, как вариант, мы можем использовать, выставляя ее по правой стороне. Пока у нас будет работать инвиз, мы спокойно можем уничтожать там всех мобов, которые будут появляться. Они все равно нас не увидят, но мы будем их видеть и быстренько их сможем убить. Арена одиночная цель. Я данному герою поставлю 3 балла, потому что я не вижу в ней там никакого смысла. Босс гильдии я ей поставлю 4 балла, потому что она сможет наносить неплохой урон до 3-го кланового босса. Ну, клановый босс включительно 3-й. Но потом уже от нее толку там никакого не будет. Рейд для материалов артефактов, хоть и ставят 4-6, я и поставлю 3 балла, потому что на более поздних этажах, как я говорил ранее, уже мы Хассу выставить не можем. Там лучше ставить того же Сайлоса, либо другого какого-то дамагера хорошего, либо уже переходим на хила и ставим там хила. И рейд для опыта я бы и поставил здесь 5 баллов, но 8 этаж она вообще никогда не сможет пройти, ей там очень сложно. До 5 этажа, конечно, я бы поставил 5 баллов, но мы смотрим уже в реальности, когда нам уже добавят в дальнейшем 9 главу, и там у нее оценка уже будет чуть ниже, поэтому здесь я ставлю 4 балла. Итог по герою. Данный герой идеально себя показывает во многих активностях, это один из самых универсальных героев, на мой взгляд, в игре.
во-первых, и лучник, во-вторых, очень мало стоит, в-третьих, колоссальный урон, особенно если у нас есть пробуды, как минимум вторая, для того, чтобы у нас увеличилась на 300 единиц наша атака. Но также для всех рейдов данный герой очень хорошо заходит. Единственный минус, она вам не поможет на 1.20 и 1.21. На остальных всех этажах, что во втором рейде, что в третьем, она вам везде сможет помочь. На этом сегодня у меня все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам видео понравилось, дизлайки, если не понравилось. Также пишите свое мнение в комментариях по данной героине Хасу. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения и здоровья, и всем пока.